Всем привет! Закончилась первая неделя ПКС-4, наша команда заняла второе место, и сегодня я пригласила Экзампла и Квизи, чтобы вместе с ними разобрать прошедшие матчи для наших зрителей и подписчиков. Парни, привет! Как ваши дела? Как настроение? Всем привет, все отлично. Да, хорошо, все, приветствую. Окей, здорово. Рада вас видеть сегодня. Давайте с вами обсудим игры. И за прошедшие выходные мы с вами сыграли 12 матчей первой недели. И с каким настроением вы подходили к игровому уикенду? Был ли у вас мандраж, или же вы были спокойны и собраны? Да, на самом деле хотелось побыстрее поиграть. Я думаю, у нас все в команде любят играть в турниры. Поэтому ты просто... Чем быстрее начнется турнир, тем лучше. Да, никакого мандража. Алло. Еще много турниров впереди. Когда Тёма говорит, что все отлично и никакого мандража, ты чувствуешь уверенность и спокойствие. Давайте, первая наша игра на Мирамаре. Круг был возле Пуэрто, и мы дрались против скейдов, хероиков и фейзов Ями. Квизи, вопрос к тебе. Что в этом файте было самое сложное? Что получилось? Что пошло не так? И был ли у нас шанс забрать топ-1 в первой же катке? Ну, шанс определенно был, мы это разбирали на аналитике. Пошло не так, надо было херойков отогнать и не пустить в ту яму, в которой они стояли перед тем, как перебегать к нам через дорогу. Надо было их отогнать. Но из-за того, что у нас это не получилось, они убили меня в спину. Мы зажались в яме и оказались в очень большом бутерброде и в сложной ситуации. Но парни даже там вынесли максимум, то есть они из самой сложной ситуации смогли выйти почти победителями. Если бы мы все сделали правильно, то у нас были бы реальные шансы забрать топ. Как ты считаешь? Да, там было бы довольно не сложно забрать топ, если бы мы просто отогнали хероиков и запушили скейдов сами. Но из-за того, что мы сделали слишком много команд оказалось на нашем краю, и в принципе это очень сложно выиграть. Поняла, спасибо за объяснение. Далее у нас были очень непростые катки на Азисе рядом с Эля Захаром, где круг от нас постоянно уходил, и нам приходилось с боем прорываться в белый круг. Тём, давай вспомним файты ваши против ВП и Автор Альтов. Что вам позволило выиграть эти файты? И был ли у вас шанс с Алей, закрыв стак молодого, спуститься с горы и взять топ-1? Ну, файт с ВП мы с Алей чисто, так сказать, на индивидуалке вывозили. То есть с ВП я их там всех убил, а он всех убил. Но тоже без помощи друг друга, так сказать. Был ли шанс у нас выжить? Ну, может быть, не знаю, какой-нибудь 1%, если бы мы там убили скейдов на одной стороне, будучи не в позиции. Нам нужно было 2-4 их убить сверху, снизу, и это было, так сказать, не очень просто, когда по тебе еще другая часть карты работает. Просто говори, что Альтов 4 надо было жать. Альтов 4 просто, да. Go next. Короче, 2% был шанс. Да, вы оказались в очень сложной ситуации. Ваша машина была там просто на одном хп, насколько я помню, и спуститься, на мой взгляд, было практически нереально. Вы выжили максимум. Я взял новую тачку, то есть Тёма сел в тачку, увидел ее хп, сказал, видимо. Не взял ее, он кинул на вторую тачку смог. Я думал, ты ее возьмешь, да? А я взял Тёма. Не, я думал, что типа Аля взял на всякий случай. А Тёма возьмет ту тачку. Потом. Я так и хотел, но я брал на всякий случай, чтобы, если что. Далее у нас была Сосновка, которую выиграли Редлайны, которые уже в первом кругу заехали на эти черепахи. И потом у нас была неудачная катка в болотах, где мы пушили и нас там расстреливали со всех сторон. И вот, значит, у нас есть 5 игр, и в течение этих игр команде не удавалось взять топ-1. Квизи, какое было настроение в команде? Начали ли игроки тильтовать, или же вы держали мораль на должном уровне? Да, я бы не сказал, что мы начали тильтовать. У нас сложно достаточно заставить тильтовать. Но, конечно, ты сидишь и понимаешь, что игра тебя проверяет на вообще, на твою мораль, на твою выносливость, потому что когда 5 игр от тебя примерно шифтуют, ладно, первую если не брать, первая еще хорошая была, то остальные 4 игры, где ты все время в погоне за зоной, ты только в нее заезжаешь, она тебя опять уходит, ты начинаешь задумываться, любит ли тебя вообще эта игра. Ну а так, в принципе, все по морали было нормально, просто, круги были довольно сложные в первый день, тут ничего другого не скажешь.
Это реально была погоня за кругами. И вот наступила последняя игра первого игрового дня и долгожданная победа. У нас есть вопрос от комментатора русскоязычной трансляции Коли Одескина. Как раз-таки по поводу этой игры. Давайте послушаем. Всем привет! Здравствуйте, парни, здравствуй, Лера. Рад вас видеть и, конечно же, с удовольствием поздравляю вас с отлично проведенной первой неделей PUBG Continental Series номер 4. Вопрос такого характера. Первый игровой день, последняя карта, тот самый топ, который вы забрали на Новорепке. На момент у нас одного из проков круга вы находились как раз-таки на больничке, недалеко от Сосновки, да, центральной ее части. В дальнейшем прок отлетает на Новорепное, ну и через южные земли вы пробираетесь в белый безопасный, как говорится. Скажите, пожалуйста, на каком моменте у вас пришло то самое осознание и понимание, что кушать подано, и это ваш топ, нужно забирать, нужно фармить все это в свои рученьки славные? Кушать подано. Молодой Кушать человек. подано. Ну, мы читали то, что с 3 на 4 зону прокнут от воды на нас вниз. Фу. Потом он от нас прокнул. Вот это вот мы испугались немножечко. Ну, мы так сели На секунду. за 4 машины и думали, типа, пожалуйста, зацепи нас еще хоть немного. Ну да, думали, next зону придется куда-нибудь влетать тоже. Но потом как-то вот на нас. И вот мы уже поняли, что расчехляем миники свои. Стреляем по всему, что движется. Да. Stopped them sweeping through. Now Na'Vi refocused towards VP, and you can see them just peppering away. Na'Vi have just absolutely got everyone banged to rights in this. Yeah, he's done brilliantly. Page has played the perfect backfill on this one. Batulin's just barreling through, but by now Na'Vi are just being fed every piece of information. There was no way they could fight any of these teams, or any of these teams could fight Na'Vi without getting attention on their doorstep. Everything was their way, and look at these nades raining down. This is just domination from Na'Vi. Позиция у нас была вообще ультимативная, мне кажется, там такой тир был. У вас, мне кажется, не хватало патронов и внимания, чтобы закрывать все стороны разом. Нет, Нет, спасибо. патроны как раз Туркам таки-то спасибо. Туркам спасибо за то, что они там рядом решили умереть и оставили нам 305-ок. Кстати, по поводу вот этой катки на Сосновке, у нас через пару дней будет выходить видео с тимспиком нашей команды, поэтому обязательно призываю всех наших зрителей почекать канал и послушать это видео, будет интересно. Теперь давайте обсудим второй игровой день. Как я уже сказала, у нас было хорошее настроение, когда мы его начинали, но первые игры на Мирамаре, они складывались достаточно сложно. Были неудачи, были ошибки, плохие тайминги и так далее. И только вот в третьей катке у нас был реальный шанс, когда мы могли взять топ-1. И вот у меня вопрос к Квизи. Подозревали ли вы о турецкой засаде в соседней яме на третьем Мирамаре? У тебя вот тут не могут ББ лежать на слышишь? двойке? Я вот боюсь, Квизи, ты меня могут. слышишь? Да, слышу. Я буду давать смоки, дорожку, и ты на машине поедешь за ту машину на тройке. Окей, норм? Да, нормально. Хероик сверху. У нас в этой яме реально ББЛ могут быть. Аля сейчас чекнет. Да, подозревали, но просто не поверили. Когда Аля переехал, он посмотрел, там что-то тачки взорванные стоят. Он такой, думаю, парни, там что-то машины взорванные, у нас 12 лайф на карте, но мы решили не тратить. Ну, я кинул одну хаешку им такую, тупо, и она даже не долетела до них. Ну, просто на пофиг. Ну и в итоге из-за того, что мы решили на чувстве не взорвать яму, мы и проиграли. Мы просто до конца не верили, что там реально кто-то еще до сих пор есть. Хотя должны были верить, потому что, ну, там уже 8-я, ну, уже звезда шла. И, ну, больше негде никому жить. И можно было потратить наши гранаты на этих турков. Хороший урок будет нам на будущее проверять все позиции, особенно в IT. Далее начался Эрангель, и были 2 игры рядом с Эверестом, и наша команда уже разобрала эти игры, сделала выводы о том, что мы могли брать и там топ-1 при правильном розыгрыше. И я думаю, в будущем у нас в этих кругах все будет хорошо. Давайте обсудим последнюю финальную катку. Тём, началась она нестандартно, с твоего очень такого интересного мува, когда ты соло пошел закрывать кого-нибудь из иксенов. Расскажи, пожалуйста, что это было? Ну, это секретная наработочка была от меня. Не буду вдаваться в подробности, когда и при каких условиях я ее использую. Дальше, собственно, наша команда заезжает на шелтер, и зона сходится на нас.
Квизи, вопрос к тебе. Что у тебя происходило в голове в лейте, когда команды уже в более поздних кругах начали в нас просто влетать, и вы остались с Тёмой вдвоем? Считал ли ты, что вот, мы можем сейчас взять топ-1, или ты был сфокусирован только на том, чтобы выжить? В тот момент, когда нас двое уже осталось, мы понимали, что мы оба на себя играем, потому что мы находимся довольно далеко друг от друга, и только индивидуальное понимание, и как бы, если получится, то забрать топ-то получится. Вообще, вот всю игру, когда мы сели на шелтере, в голове было только дайте передохнуть, пожалуйста. Потому что все время что-то происходило, все время что-то кто-то от нас хотел. Болельщики и люди могут понять, что вот игра наша, потому что она у нас закончилась прямо на носу, нам даже двигаться никуда не надо было. Но это совсем совершенно другая игра по сравнению с тем, когда ты сидишь в каком-нибудь кемпаунде в центре, и тебе надо там пару крашей задефать, и после этого тебе никто не будет приставать. На шелтере это все-таки открытое пространство, и в тебя все время кто-то влетает, все время кто-то хочет что-то, и позиций там нет, чтобы защищаться. То есть это довольно сложнее, чем там сидеть в каком-нибудь, не знаю, вот как РЛ, когда они игру выиграли. То есть они сидят в черепахе, в принципе, к ним никто не может приехать, потому что там открытая позиция, они просто внутри сидят. Короче, сложно было довольно. Example needs to move up. He's super low as well. Na'Vi are in tatters, but the nade is so good. And now it's just Lipsin, Na'Vi trying to push themselves up the board, trying to slot into a higher place here. Lipsin up against a 1v2. The meds have come off. Quizzy's back up and standing. Example on bitter HP. Lipsin has to go clutch here. That's all he can do, and there's nothing more to be done. Да, твоя хаешка была очень красивая, с рикошетом, и она зарешала. Вы бы, я думаю, все равно, конечно, разобрались 2 в 1, но все равно это было красивое такое окончание этой катки. Там Тёма Терминатор на одном хп хаешке кидает. Я пересмотрел, понял, что у меня монстр в команде. Тёма MVP матча был признан. У нас есть с вами также вопросы от аналитика англоязычной трансляции Тоби. После матча я написала ему и попросила его задать вопросы нашей команде. И вот он задал 3 вопроса. Давайте послушаем и ответим на них. Hi guys, Toby here. Congrats on a great first week during PCS4 with solid performance. I have a few questions I would like to have answered from you. Now that the first week of PCS4 is over, did everything go as you expected, or were there any surprises that you had not really seen coming? Мы конкретно ничего не ожидали, просто наслаждались и играли в эту игру. Верили друг в друга. Это отличное настроение. Хорош. Следующий вопрос. What has been the biggest difference for you so far as a team after the change from super settings to the most chickens rule? На самом деле, поведением команд, наверное, они начали совсем по-другому играть. И понятное дело, что это первая неделя, все друг к другу притираются, кто-то новые тактики придумал, еще что-то. Играет нестандартно по сравнению с тем, как они играли раньше. А вы можете объяснить, в чем главное различие в поведении команд? Даже те команды, которые раньше очень любили играть от края, теперь хотят быть в центре. Угу. И когда... Активно немного играют. И да, некоторые команды очень боятся даже там сплетаться. Все время четвером сидят, хотят до конца даже четвером. Команды из-за этого начинают больше жить, дольше жить. И все равно в один момент они начинают седраться из-за того, что слишком много людей на сервере. И должно произойти уже какая-то стычка. А в игре нашей команды произошли какие-то серьезные изменения? Мы кое-что поменяли, конечно. Что под ВВЦД нам нужно было сделать мышление, психологию, может быть. Но свои самые главные там козыри и силы мы не трогали. Из-за чего мы были хорошей командой на протяжении прошлого года и остаемся такой же. And last but not least, what was the biggest challenge for you during the first week of PCS4, and how do you maybe look to improve or overcome that challenge for the next weeks of PCS? Получается, самая большая сложность была у нас самих, что-то типа такого. Потому что мы сами ошибались очень много. Я бы не сказал, что команды нас заставляли ошибаться. Надо просто подтянуть свою индивидуальную игру, свое понимание. И, в принципе, все нормально будет дальше. Сейчас у нас появилась новая рубрика «Вопрос от Navi Nation». А в группе Navi PUBG ВКонтакте мы создали специальное обсуждение, где наши фанаты и болельщики могут оставить свои вопросы, и они обязательно получат ответы от наших игроков в видеоформате или в текстовом, так что обязательно смотрите, задавайте вопросы, смотрите наши видео и чекайте группу. А у нас есть 2 личных вопроса вам от ваших фанатов, и первый вопрос Тёме.
от Рената, который болеет за него, начиная с 2018 года, когда Example играл в М19. И вопрос следующий. Чем отличается игра, атмосфера, тактика и личные ощущения в составе М19 от текущего состава? Вопрос отличный, и меня восхищает, что человек очень давно поддерживает Тему. Респект за то, что следишь за мной с тех времен. А чем отличается мета, подход команд к игре? Уже все давно поменялось, на уровень выше стало. Сейчас я понимаю, что в текущем составе мы можем, во-первых, отобраться, а во-вторых, забрать глобал. Ну и хотел бы поблагодарить, конечно, М19 состав за то, что дали такую возможность вообще попасть в киберспорт. Окей, отлично. Спасибо, Тём. Следующий вопрос у нас квизи от Александра Волкова. Он спрашивает: Андрей, ты когда начнешь нормально стримить? А то сложно в час ночи смотреть тебя. Да когда-нибудь. Мне в час ночи удобно просто. Но дело в том, что ты же тренируешься, правильно? Там Дело не в том, вечер. что ты... Вот это вот не жарко, никто не кричит на улице. Вот это вот такой ночной вайб. А потом днем просыпаешься, у тебя глаза болят, волосы в разные стороны, и ты идешь тренироваться дальше. И записывать интервью. Окей, спасибо вам большое за ответы, ребят. Вот, наших фанатов я призываю писать комментарии, писать вопросы. И не расстраивайтесь, если вы сразу не получаете на них ответы. В будущем мы обязательно постараемся ответить на все интересующие вас вещи. Так, парни, ну, соответственно, впереди у нас предстоит 2-я неделя, и наш состав заряжен на хорошие результаты. 1-я неделя нам дала большой опыт, и я думаю, то, что сейчас мы очень хотим дожать и в этот раз стать лучшими. И напоследок давайте скажем несколько слов благодарности людям, которые нам поддерживают, нашим фанатам. Ну, хочется, конечно, сказать спасибо большое фанатам. Мы всегда видим вашу поддержку на трансляциях, в комментариях. Вы всегда готовы нас поддержать, даже после неудачных дней. Поддерживайте нас и дальше, потому что у нас еще остается 2 недели, на которых нам надо постараться и попотеть, чтобы стать лучшими в Европе. Короче, всех люблю, обнял, приподнял. Тёма, сердечко оформи. Big love. Ну, Я уже сделал. Да, спасибо большое нашим фанатам, спасибо большое нашему клубу, который нас поддерживает. Смотрите игры, ближайшие начнутся опять в субботу на этой неделе. Вот, через пару дней будет также еще одно видео на нашем канале, как я уже упоминала, с TeamSpeak. Пишите комментарии в нашей группе Na'Vi PUBG, заходите на стримы к парням. Не болейте, всем хорошего настроения, а парням удачи в будущих катках. Чао. Bye.